Всем привет! Первое, что я хочу сказать, это всем огромное спасибо за то, что подписались на мой канал. Нас уже больше 1000, и это действительно круто. Вообще, по статистике, мой канал смотрит более 50% людей без подписки. И это, конечно, меня немного огорчает, но что поделать. Давайте перейдем к сути. У каждого человека наступает однажды такой момент, когда ему нужно сменить работу. Либо найти первую работу, тут не столь важно. И, естественно, он начинает искать работодателя. Будь он на HeadHunter, если это в России, либо LinkedIn, если во всем мире. Тут не столь важно. Поиск работы — это, конечно, хорошо, но тут же нужно учитывать многие факторы. То, что не только вы должны подойти работодателю, но и работодатель должен также подойти вам. И сегодня я хотел бы поговорить о тех факторах, которые сразу покажут вам о том, что работодатель вам не подходит. И лучше бежать от этого работодателя как можно дальше. Ну а перед началом ролика я хочу напомнить, что меня зовут Максим Лихачев, и я занимаюсь мобильной разработкой. Перед просмотром ролика поставьте лайк и подпишитесь на канал. Вам это ничего не стоит, а мне здорово поможет развитию канала. Также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там я в основном публикую истории жизни обычного разработчика. Ну а мы начинаем. Поехали! Первый пункт, который я выделил, это токсичность. Никто не любит токсичных людей, это уже давным-давно всем понятно. Насколько бы человек не был профессионалом в своем деле, если человек не умеет общаться с другими людьми, то навряд ли он проживется в этом коллективе. Да и навряд ли, собственно говоря, ему будут рады. Как только вы приходите на собеседование, обычно вы сразу же встречаетесь с HR. И даже по первым секундам общения с этим человеком можно будет понять, насколько все будет гладко проходить. Если вы вдруг с первых минут начинаете понимать, что либо HR, либо директор подразделения, в которое вы устраиваетесь, либо другой человек, который пришел вас собеседовать, начинает сразу показывать, кто здесь главный, то лучше бегите сразу. Просто уходите и не тратьте свое личное время. Будьте уверены, что если вы каким-либо образом все-таки попадете в эту компанию, то в дальнейшем это вам ничего хорошего не принесет. Скорее всего, в такой фирме будет совковый метод управления людьми. То есть, когда есть один босс-начальник, который самый главный, и ни в коем случае нельзя его ослушаться, а все остальные холопы должны ему подчиняться и следовать его приказам, даже если эти указания являются полной глупостью. Также, естественно, токсичных людей можно встретить и в коллективе. Коллектив — это те люди, с которыми вы будете общаться постоянно. И именно от коллектива зависит, насколько комфортно вам будет работать в той или иной компании. И, естественно, если в этом коллективе есть люди, которые не совсем корректно относятся по отношению к другим людям, то работать в такой компании не захочется никому. Конечно, на собеседовании довольно сложно определить, токсичный будет коллектив или нет. Но обычно на собеседование также приходит руководитель отдела, в котором вы будете работать. И по разговору с этим человеком уже можно предположить, насколько все будет хорошо в этом коллективе, либо не очень хорошо. Либо все очень плохо, естественно. Следующим триггером фирм, в которые точно не стоит идти, является недосказанность. Нет ничего неприятнее того момента, когда вы приходите на собеседование, договариваетесь на определенные условия и в итоге получаете что-либо другое. Самый банальный пример. Вы приходите на собеседование, проходите его успешно, вам оглашают вилку зарплат, там, грубо говоря, предположим, от 90 до 120 тысяч рублей. Все хорошо, вы пришли, получили оффер, и когда уже приходите подписывать документы, вам говорят, что ваша зарплата на данный момент будет 60 тысяч рублей. А то, что вам говорили, там 90, 120, это будет потом, когда-нибудь, но потом. Естественно, это неприятная ситуация. Вы выделили свое время, потратили его, а в итоге получили то, чего совсем не ожидали. Да и на самом деле, если так уж и получилось, что вас обманули один раз, то, скорее всего, вас обманут еще раз. Проявляться, скорее всего, это будет по-разному. Самые банальные примеры — это в отпуск чуть попозже пойдешь, нет, давай еще чуть-чуть поработай, и потом мы тебе продлим отпуск, мы заплатим больше денег, вот ты поработай до Нового года, потом получишь повышение и тому подобное. Таким людям сразу нужно говорить «нет». Если они хотят искать такого человека, который согласен на эти условия, то вперед в путь дорогу. Но я уверен, что вы цените себя и свое время. И поэтому лучше сразу скажите «нет», потратьте немного больше времени на другие собеседования и найдите все-таки ту фирму, которая не занимается подобными вещами. Следующим пунктом является поиск никея. Довольно часто бывают такие моменты, когда фирма не знает просто, кто им нужен. Банально, просто не знает, кто им нужен. Да, это странно и смешно звучит, но такое очень часто бывает. В вакансиях довольно часто можно встретить такие забавные вещи, как, например, нужен программист C++ с 5-летним опытом, с хорошим знанием фотошопа и умением настройки таргетированной рекламы. Естественно, как вы должны понимать, ничего хорошего это за собой не несет. В лучшем случае это приведет к тому, что вы будете просто тупо заниматься не тем, чем нужно. Не теми делами, которыми вы хотели бы заниматься. Хорошего в этом мало, не спорю. Но, в принципе, и плохого в этом тоже не особо много, если вы будете в основном заниматься теми делами, на которые вы рассчитываете, а не побочными задачами, которые никак не связаны с вашей работой. Но, опять же, учтите, если большую часть времени, либо половину вашего времени вы занимаетесь ненужными делами, которые никак не связаны с вашей профессией, то лучше также бежать с этой работы.
потому что вы потратите только свое личное время и получите намного меньше опыта работы с теми технологиями, которые вам нужны именно в вашей профессиональной сфере. Первое время, скорее всего, вы, конечно, будете думать, что ну почему бы и нет, там в принципе делов на пару минут, я это быстренько сделаю и потом займусь основными делами. Но со временем, в большинстве случаев, это приведет к тому, что вы просто начнете выгорать. Выгорать вы начнете именно конкретно из-за того, что вы занимаетесь нелюбимыми делами, которые вам не нравятся. И что самое важное, что вам еще и за это и не доплачивают. Потому что считают, что это вполне нормально, то, что вы занимаетесь не своей работой. Также стоит обратить внимание, что если вы раз согласились на то, чтобы помочь сделать что-либо другое, тот же самый Photoshop, грубо говоря, попросили вас нарисовать что-нибудь в нем, хотя вы, например, фронт-энд разработчик, либо верстальщик, либо мобильный разработчик, да не столь важно. И вот вас попросили нарисовать что-либо в Photoshop, и вы согласились. 100%, что к вам придут еще раз за этим. Потому что они поняли, что вас можно попросить, вы это сделаете, и сделаете вы это, естественно, бесплатно. Потому что вы же здесь работаете и, естественно, должны выполнять приказы начальства. Следующий и не менее важный момент – это неуважение чужого труда. Этот пункт встречается довольно часто. Самым банальным примером является выполнение большого технического задания без оплаты. То есть, когда вам дают задание на сутки, на двое суток, а то и более, и говорят, что вот вы выполните это задание, а потом мы уже будем с вами говорить. И, естественно, за это задание вам никто не заплатит. Но, с другой стороны, если подумать, а почему вы должны выполнять это задание? Да, я понимаю, отбор кандидатов и все такое, но это же полноценная работа. Ладно, если там 2 часа времени выделить, 4 часа, ну край сутки выделить на техническое задание еще можно. Но давайте вспомним, что человек, который ищет работу, обычно откликается на очень-очень большое количество вакансий. И что, ему в каждой фирме делать огромное тестовое задание на пару суток? Но с таким успехом можно работу искать и месяцами, а то и годами. Следующий пункт вытекает из предыдущего. Это переработки. Про переработки можно узнать заранее, когда еще вы находитесь на этапе собеседования. Зачастую работодатель сам говорит, что вот у нас бывают переработки, но они оплачиваются. И поверьте, это довольно уникальный случай, если работодатель либо HR вам это скажет. Скорее всего, вам скажут что-то типа того, ну да, у нас бывают переработки, ну мы как-то с этим справляемся. И поверьте, когда так говорят, обычно переработки бывают не то чтобы часто, а всегда. И скорее всего вам придется работать помимо того, что после работы, либо до работы и после работы, так еще и по выходным. И обычно именно такие работодатели дергают вас в отпуск, в выходные и аргументирую это банально тем, что, слушай, ну у нас же дедлайн, мы же должны успеть. Конечно же, если вы не успеваете по своей вине, это одно дело. Но если же вы не успеваете из-за того, что эстимейты были неграмотно выставлены, то это дело не ваше. И это проблема целиком и полностью того человека, кто выставлял эти эстимейты. Так вот, если слышите то, что есть переработки, то лучше сразу узнавайте, как часто они бывают. И если услышите то, что они часто, и если узнаете, что они еще и не оплачиваются, то я бы даже не рассматривал такого работодателя. Следующим пунктом является четкое распределение должностей и взаимоотношения внутри коллектива. Да, этот пункт очень сильно похож на первый, но давайте на нем остановимся немного поподробнее. Ничего нет плохого, когда коллеги в коллективе общаются на равных, вне зависимости от должности. Обычно это сплочает коллектив. Но не стоит забывать про субординацию. Я приверженник того, что после работы вы можете быть хоть лучшим другом со своим боссом, но во время работы есть четкое распределение, что он начальник, вы подчиненный. Ну, либо наоборот, тут не столь важно. Опять же, повторюсь, общаться вы можете на равных, но должно быть четкое понимание того, что есть человек, который выставляет задачи, и есть человек, который исполняет определенные задачи. На самом деле, это далеко не полный список тех триггеров, которые нужно учитывать, когда вы проходите собеседование. Но все не предугадаешь, и эти факторы, которые я вам перечислил, являются основными, на мой взгляд. На самом деле, если вы ищете первую, ну, либо вторую работу, то можно закрыть глаза на некоторые из пунктов, но только на некоторые, это важно. И устроиться в эту фирму, поработать какое-то определенное количество времени и уже из этого сделать выводы. Можете ли вы продолжать дальше работать в этом коллективе или нет. В любом случае вы какой-никакой опыт, но получите. И, естественно, у вас будет время подыскать новую компанию. Но с другой стороны, вы должны понимать, что если вы себя не уважаете, то и вас другие люди уважать также не будут. И работодатель, скорее всего, вас будет просто использовать, что в скорейшем времени приведет вас к выгоранию. А я думаю, что вам это, скорее всего, не нужно. Очень сильно сомневаюсь, что вы хотите перегореть в ближайшие год-два после старта своей карьеры. Поэтому лучше больше уделяйте времени ресерчу и фильтрации нежелательных фирм. Если ролик показался вам полезным, то лучшей благодарностью и мотивацией для меня делать новые ролики будет ваш лайк и подписка на канал. А если у вас остались какие-либо вопросы, вы всегда можете написать о них в комментариях. Я их постоянно читаю. Также в описании к ролику есть ссылка на мой телеграм-канал, подписавшись на который вы всегда будете в курсе последних новостей и будете узнавать о них быстрее, чем на YouTube. Ну а на сегодня все. До скорых встреч. Увидимся.